Я не спал всю ночь. Не потому что не хотел, не потому что не устал. За 6 дней я устал так, как не уставал никогда в жизни. Не физически — нет. Физически можно восстановиться, поспать, поесть, отдохнуть. Эта усталость была другой. Она шла изнутри. Из того места, где раньше жило ощущение, что мир нормальный, что все в порядке, что завтра будет как вчера. Этого ощущения больше не было. Я сидел у окна и смотрел на улицу. 5-й этаж. Хороший обзор. Раньше из этого окна можно было видеть перекресток, светофор, магазин на углу, остановку автобуса. По утрам здесь всегда было оживленно. Люди шли на работу, стояли с кофе, смотрели в телефоны, торопились куда-то. Сейчас светофор не работал. Магазин стоял с выбитой витриной. На остановке никого. Автобус стоял посреди дороги, там, где остановился 6 дней назад. Дверь открыта. Внутри никого. И я думал о записке. Вчера, в конце 5-го дня, я нашел ее в пустой квартире. Листок бумаги, прижатый кружкой. Написано от руки, в торопях. Я перечитал ее раз 20. Знал наизусть каждое слово. Если ты это читаешь, ты живой. Я тоже. Я ухожу на север, к торговому центру. Там есть запасы. Если хочешь, иди следом. Но будь осторожен. По ночам лучше не выходить. Все. Ни имени, ни даты, ни объяснений. Но фонарь на столе был еще теплым, когда я вошел. Значит, человек ушел минут за 10 до меня. Может, меньше. Всю ночь я сидел и думал, кто это? Мужчина, женщина. Сколько дней здесь? Как выжили? Что видели? И что значит, по ночам лучше не выходить? К рассвету я принял решение. Иду. Вышел, когда небо только начало светлеть. Серый мутный рассвет без солнца. Облака низкие, тяжелые. Следы на пыли вели на север. Кроссовки, небольшой размер. Шаги уверенные. Этот человек знал, куда идет. Я шел следом и прислушивался. Тишина. Только мои шаги. Только дыхание. Только скрип рюкзака при каждом шаге. Я 1000 раз проклинал этот звук за последние дни. Торговый квартал. Раньше здесь были рестораны, кофейни, бутики. Летом столики выставляли на улицу. Люди сидели, пили кофе, смотрели на прохожих. Сейчас столики все еще стояли. Некоторые перевернуты ветром. На одном чашка. Кофе давно высох. Блюдце. Маленькая ложечка. Кто-то сидел здесь, пил кофе и в какой-то момент просто ушел. Я не стал думать об этом дальше. Через 20 минут следы привели к торговому центру. Большое здание, стеклянный фасад, точнее то, что от него осталось. Большинство стекол разбито, двери выломаны. Над входом мигала одна аварийная лампочка. Оранжевая, тусклая, как маяк. Я остановился перед входом, постоял, прислушался, тишина, и вошел. Внутри торгового центра темнота была особенной, плотная, как будто живая. Луч фонарика выхватывал фрагменты, перевернутая тележка, рассыпанные вещи, закрытые жалюзи магазинов, запах, испортившаяся еда, пыль, что-то кислое и тяжелое. Я дышал ртом. Следы вели прямо. Мимо фонтана, давно без воды, только монеты на дне. Люди бросали их и загадывали желания. Интересно, сбылось хоть одно. И тут я увидел. В дальнем углу, за упавшими стеллажами, небольшое пространство, обустроенное, обжитое. Спальный мешок, серый, аккуратно сложенный. Несколько банок консервов. Стоят ровным рядом, как в магазине. Аккуратный человек. Свечи 3 штуки, оплавленные до основания. И карта. Большая карта города, прикрепленная к стене скотчем. Я подошел. Посветил фонариком. Красные отметки по всему городу. 17. Некоторые перечеркнуты. Рядом с каждой мелким почерком пометки. Супермаркет на Садовой пусто, все разграблено. Аптека у парка. Есть бинты, антибиотики. Школа 14. Не входить. Там они. Они. Больница есть лекарства. Опасно. Они появляются к вечеру. Этот человек систематически изучал город. Отмечал, что где есть, где опасно. Умный, организованный. А внизу карты поперек всего листа крупными красными буквами. Не ходи на север. Там они собираются.
Я стоял и смотрел на эту надпись долго. Потом нашел консервы. Открыл банку тушенки. Сел прямо на пол. Начал есть. Первый раз за 1,5 дня нормальная еда. Холодная, из банки. Самая вкусная еда в жизни, наверное. Ел и думал. Куда ушел этот человек? Спальник на месте, рюкзак здесь. Значит, ушел ненадолго. Или в торопях. Я сидел так минут 15, и тогда услышал звук сверху. Шаги. Замер мгновенно. Ложка остановилась на полпути. Шаги. Но что-то было не так. Неправильно. Как будто тот, кто ходит там, не совсем понимает, как это делается. Шаг. Долгая пауза. Еще шаг. Пауза. Несколько быстрых, и снова остановка. Я выключил фонарик. Темнота накрыла мгновенно. Полная, глухая. Сидел и слушал. Звук двигался к эскалатору. Потом скрип. Металлический. Долгий. Кто-то начал спускаться. Я медленно встал. Каждое движение максимально тихое. Отступил за стеллаж. Опустился на пол. И увидел. Силуэт у основания эскалатора. Фигура человека. Голова опущена. Стоит неподвижно. Потом медленно поднял голову. И повернул ее. Вот тут у меня по коже прошел холод. Потому что голова повернулась слишком далеко. Намного дальше, чем должна. Слишком резко. Как у куклы, у которой сломан механизм. Руки висели неправильно. Суставы будто работали по-другому. Это был человек. Когда-то. Фигура шагнула вперед, остановилась, опустила голову, и я увидел, как плечи медленно поднимаются. Принюхивается, как животное. Потом звук. Ни крик, ни рычание. Что-то среднее. Низкое, утробное, нечеловеческое. И с эскалатора сошла вторая фигура. Та же походка, то же движение головы, потом третья. 3 существа, которые были людьми. Стоят в темноте в нескольких метрах от меня, я не дышал. Буквально задержал дыхание. Лежал и думал только об одном — не двигаться, не издавать звуков, быть тишиной. Одна из фигур сделала шаг в мою сторону. Остановилась, повернула голову. В слабом свете из окна я увидел лицо. Не буду описывать, что именно. Некоторые вещи лучше не описывать. Скажу только, это было лицо человека. Но человека, которого больше не было внутри. И тут я допустил ошибку. Моя рука задела банку из-под тушенки. Тихий металлический звук. Совсем тихий. Но они услышали. Все 3 повернулись одновременно. Я вскочил и побежал. Не думал. Тело решило раньше головы. Они бросились за мной немедленно. И вот тут я по-настоящему испугался. Потому что они двигались быстро. Очень быстро. Топот за спиной. Неровный, тяжелый, но быстрый. Бежал в темноте без фонарика. По памяти. Вот эскалатор. Вот фонтан. Споткнулся. Едва удержался. Повернул. Табличка на стене, служебный вход. Я толкнул дверь. Влетел в узкий технический коридор. Закрыл за собой. Задвинул щеколду. Удар в дверь. Сильный. Еще один. Я уперся ногами в пол и держал. Удары прекратились. Тишина. Я стоял, прижавшись к двери, и просто дышал. Долго дышал. Сердце колотилось так, что казалось слышно в тишине. Под дверью появилась тень. Кто-то стоял с той стороны и слушал. Я не двигался. Считал в голове. 1, 2, 10, 20. Тень исчезла. Звуки удалились. Я сполз на пол. Обхватил колени руками. Просто сидел. Прошло несколько минут. И тут я понял, что не один. В этом коридоре. Это было ощущение. Ни звук, ни движение. Просто кто-то еще есть рядом. Это чувство, которое есть у каждого человека. Ты знаешь, когда рядом кто-то есть. Даже в полной темноте. Даже в тишине. Я достал маленький запасной фонарик. Нажал. В углу коридора фигура. Маленькая. Прижавшаяся к стене. Девушка. Лет 20, может, чуть старше. Темные волосы собраны небрежно. Куртка с множеством карманов. Великовата. Рюкзак за спиной. Грязные кроссовки небольшого размера. Ее следы. Это ее следы, которые я шел все утро. В правой руке нож. Направлен в мою сторону. Рука чуть дрожит, не от страха, мне кажется. От усталости. Долго держать нож наготове — устаешь. Она смотрела на меня. Я смотрел на нее. Живая. Настоящая. Живой человек.
Я не знал, что сказать. За 6 дней я говорил только сам с собой. И сейчас, когда передо мной стоял другой человек, слова куда-то делись. Все. Разом. Кажется, у нее было то же самое. Мы просто стояли и смотрели друг на друга. Наверное, полминуты. Может, больше. Потом она медленно, очень медленно опустила нож. Посмотрела на дверь за моей спиной, посмотрела снова на меня и сказала одно слово. Тихо. Почти без голоса. Как будто давно не разговаривала и голос не слушался. «Идем». Мы вышли через запасной выход на заднюю улицу. Она шла впереди, быстро, уверенно. Проулками, дворами, держась подальше от открытых улиц. Маршрут явно продуманный. Она ходила здесь много раз. Через 20 минут жилой дом. Пятиэтажка, кирпичная, старая. Она открыла люк в подвал и жестом позвала вниз. Подвал. Небольшой, сухой. 2 стула, столик из ящика. Свечи, спальник на полу, запасная база. Она зажгла свечу. Села. И первый раз посмотрела на меня нормально. Без ножа в руке. Без напряжения загнанного зверя. Просто посмотрела. В свете свечи я видел ее лицо. Усталое. Очень усталое. Темные круги под глазами. Но взгляд внимательный, острый, думающий. Она оценивала меня так же, как я ее. Она достала записную книжку. Начала что-то писать. Я сел молча. Мы просидели так долго. Она писала. Иногда смотрела на меня. За маленьким окошком подвала темнело. День уходил. Потом она сказала. «Завтра двигаемся на восток. Там безопаснее. Мы». Она сказала «мы». День 6 заканчивался. Я вышел утром один. Не знаю, куда иду. Нашел базу выжившего. Столкнулся лицом к лицу с тем, во что превратились люди. Едва ушел. И нашел живого человека. Ее зовут «Я все еще не знаю». Она не сказала. Я не спросил. Может, завтра. Но она сказала «мы». Сказала «завтра». Значит, есть завтра. За 6 дней в одиночестве начинаешь забывать, как это быть не одному. Как это слышать дыхание другого человека рядом. Как это знать, что если ты заснешь, кто-то будет бодрствовать. Сегодня ночью я впервые за 6 дней лягу спать и буду знать. Рядом есть кто-то живой. День 7. Теперь нас 2. Продолжение следует.